Этот минерал является одним из самых красивых небесно-голубых камней в мире. Принято считать, что этот камень избавляет от стресса и способствует коммуникации. Его невозможно не заметить, а точнее ощутить неземную энергию и его умиротворением влиять на ясность ума. Сегодня мы, друзья, погрузимся в мир этого нежного и в то же самое время взрывоопасного кристалла, его истории, связи не только с древними цивилизациями, но и миром духовенства и также аристократии. Мы также еще соприкоснемся с магией, использованием этого кристалла в быту и, естественно, немного информации, соотношений, таро, цифры, естественно, личных моих наблюдений и маленьких подручных советиков для вас. Поэтому, ребят, не забудьте сейчас поставить пальчик вверх, подписаться, если вы не подписаны, в конце написать коммент с вашим видением, понравилось вам видео или нет, оставить, может быть, какой-то комментарий, учитывая ваш опыт, мне это будет очень-очень приятно почитать, полезно, и это поможет моему каналу продвигаться дальше. Ну что, готовы? Тогда давайте будем начинать и перейдем к нашей теме. И сегодня мы с вами будем говорить о Целестине. Его название происходит от латинского слова «caelestis», означающего «небесный». И в этом нет ничего удивительного, поскольку кристалл обладает нежным голубым оттенком. Этот минерал может встречаться в жиодах, а также в виде волокон в осадочных породах на дне рек, ручьев и океанов. Впервые был обнаружен он на острове Сицилия в 1781 году. Причем найденные там камни были именно ярко-голубого цвета. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что, собственно говоря, существуют и другие окраски небесных кристаллов, как и, собственно, сама палитра самих небес. Минерал может быть желтоватого и красноватого оттенка заката, который всем нам знаком и любим, или коричневого и сероватого цвета грозных облаков. Во время Первой мировой войны этот камень имел и стратегическое значение. Вскоре его стали, кстати, применять и в мирных целях, так что теперь без этого минерала, если вы не знали, не обходится ни один крупный праздник. Почему, сейчас объясню. Исследуя этот минерал, ученые заметили, что при внесении его в пламя оно приобретает красноватый оттенок. Эта особенность камня, она пригодилась, когда возникла необходимость создания сигнальных ракет в военных целях, потому что в годы Первой мировой войны такие надежные средства связи, способные каким-то образом обозначить местоположение, подать сигналы об атаке, отступлении или указать нужное направление, стали как раз чрезвычайно востребованными. И спустя столетия Целестин все-таки продолжает использоваться для придания как раз этого ярко-красного цвета, который он дает фейерверкам. Кстати, в каком-то видео показывала картинки, наблюдения, тоже делала распаковку. Если не смотрели, посмотрите. Так вот, в чем преимущество данного камня? Коммуникация, ораторские способности, таланты, структурированная работа сознания и все, что связано с горловой чакрой, это вообще на самом деле маленькая частичка, чему положительно способствует Целестин. Кто его носит в виде украшений, кто-то и медитирует, работая с данным минералом для улучшения каких-то своих качеств, касаемых, опять же, таки 3 высшим чакрам. А кто-то сам является носителем этих качеств, нося само имя. Поэтому, как вы поняли, минерал соотносится с вишудхой чакрой, нашим сознанием, нашим менталом, нашей психикой, и его цвет, скажем так, является голубым. Целестин имеет связь, естественно, и с Египтом, куда же без него через Египет проходит все, что мы имеем практически сейчас. И связь с Египтом благодаря как раз месторождениям этого минерала на этой территории страны. Он часто использовался в те времена в декоративном искусстве, но по большей части он использовался жрецами в ритуалах и в использовании создании амулетов и неких талисманах и даже артефактах. В этом была целенаправленная их работа с кристаллом и его влияние на верхние 3 чакры, соотносящиеся к 3 ментальным телам.
Еще тогда Целестин ассоциировали и с происхождением цвета неба, и связи, кстати, с богиней Нут. И вы спросите, что может сближать богиню Нут с Целестином? Нут была важной фигурой в древнеегипетской религии. Исторически их, конечно, сближало лишь только что оба связаны с небом, потому что Нут была богиней неба, а Целестин все-таки назван в честь небесного цвета. Но с точки зрения магии и моих собственных личных изучений и работы с информацией на тонком плане, кристалл имел прямую связь с богиней Нут и тем, как простраивались ритуалы жрецами, создавая какой-то конкретный канал с божеством, генерируя таким образом сигнал связи с другими цивилизациями и тонкими планами. Эта, кстати, технология также использовалась и в Атлантиде. Вообще голубой и синий цвета имели ценность и значимость в Древнем Египте, как, собственно, не просто так эти два цвета соотносятся с двумя очень важными чакрами. Вишудха и голубой цвет к сознанию, и синий цвет к аджни чакре, который соотносится к правому полушарию кармического нашего ядра и, собственно говоря, нашему подсознанию. Целестин в любом случае не уступал лазуриту по значимости, хотя, вы знаете, о нем мало что можно найти в сетях касаемо Целестина, какую-то классическую стандартную информацию. Голубой цвет, как и голубые глаза, вообще в Древнем Египте, вы знаете, отождествлялись с атлантами по большей степени и людей с иерархической социальной такой позицией. Согласно, вот, например, древнеегипетским легендам, да, некоторые из богов, такие как Гор, имели голубые сверкающие глаза. Некоторые представители египетской знати, например, мать фараона Аменхотепа, по-моему, IV, изображалась голубыми глазами и светлыми волосами. Египетские писцы и интеллигенция, стоявшие выше простого народа, также нередко изображались именно с признаками белой расы, включая светлые глаза. Таким образом, знаете, хотя голубоглазые египтяне были действительно вот некой редкостью, упоминания о них все же встречаются в древних источниках. И голубые глаза, вероятно, тогда воспринимались как особая черта представителей вот именно этих высших слоев общества и божеств. Быть папой римской – мечта каждого священнослужителя. Неограниченная власть, богатство, роскошная жизнь, как может показаться. Однако в истории папства был глава престола, которого еле-еле, вы знаете, уговорили возглавить церковь. Но все равно папская тиара оказалась для него непосильной ношей, он категорически не хотел ни славы, ни богатства. В Европе Целестин связывали с другой историей. Имя Целестин в средние века было олицетворением света, чистоты, непогрешимости, так как его носил, кстати, и монах, ну и не только он, бенедиктец, который жил в XIII веке и вел отшельнический образ жизни. Вот как раз речь идет о Целестине V. В миру Пьетро Анджеларий был папой римским с июля по декабрь 1294 года. Избранный папой после долгих выборов, он быстро оказался под контролем влиятельных и враждующих между собой того времени семей Орсини, Колонна и королей, что привело к его отречению от престола всего лишь через 5 месяцев. После отставки Целестин был заключен в замок Фумоны, где и умер в 1296 году и канонизирован в 1313 году. Какая цифра? Кстати, мне напоминает вот эти 1313 заголовок одного из моих видео, там, где как раз я рассказываю и делаю распаковку по поводу числа 13. Так что не смотрели? Посмотрите. И здесь вот как раз мы давайте с вами остановимся и поработаем с циферками и с сознанием. Сделаем такую некую распаковочку. А теперь давайте посмотрим. Жил Целестин, как мы знаем, в XIII веке. Что сама цифра 13, если ее соотносить к системе Таро, это 13-й старший аркан смерть, говорящий о важной трансформации, о неком перерождении. Это родиться ради чего-то, для того, чтобы потом умереть, чтобы потом переродиться. То есть, собственно, период для Целестина важный, как и, может быть, сам период для человечества, в который именно он и родился. Далее, он был отшельником.
Отшельник – это у нас старший 9-й аркан в системе Таро и отображающий человека мудрого, но отстраненного от социальных догм и идущего вне зависимость от внешних источников. Далее он был Целестин пятый, а пятерка – это у нас старший аркан Иерофант. Это некий такой проводник определенных накопленных знаний через как раз что? Вишудху, через слово. И в контексте религии, конечно, папа, как иерофант, первосвященник, он как раз не может себе позволить ту свободу, которую вот как раз отшельник себе, да, то есть он хочет уйти в это свободу отшельничества и от всех каких-то, может быть, даже эгрегориальных привязок. Что мы видим дальше? Умер Целестин в 1296 году, и если мы приведем к однозначному числу, то, вы знаете, у нас получится, смотрите, что опять девятка. А девятка – это отшельник. Девятка – это отшельник, которым он являлся. По сути, он родился отшельником, и по сути-то и он и умер в год отшельника, и как отшельник. 1313 – это канонизация, да, это год канонизации его. И, собственно говоря, да, если мы посмотрим уже на цифру 1313, это как будто весы, которые нашлись, да, в каком-то моменте баланса, без перекоса. Это в сумме у нас восьмерка, и если мы ее перевернем, это у нас бесконечность, да, то есть это два круга, соединенные в какой-то точке пересечения, в которой, собственно говоря, все-таки его канонизировали. Да, его не было, да, он уже ушел в мир иной, но опять-таки вот эта восьмерка говорит о контексте того, что он не дошел до того уровня, когда он мог бы принять был силу, поддаться, скажем так, может быть, этой силе, может быть и наоборот, тут все индивидуально. И, естественно, все, конечно, зависит от души, от ее целей и задач, с которыми она приходит на воплощение. Поэтому Целестин в данном случае, если учитывать именно эту информацию, то она может говорить о том, что задача могла быть оставить слепок, очень известный, такой важный, потому что он был один из любимых людьми и почитаемых пап. С другой стороны, здесь может быть и наоборот, что ему через свою силу нужно было проводить вот эти определенные алгоритмы, наработанные в его душой для того, чтобы, да, зафиксировать какую-то позицию. И, соответственно, восьмерка – это силы. И если ее перевернуть в бесконечности в контексте номера, да, вот этого 1313, это как будто в той или иной мере, даже после его ухода, была зафиксирована вот эта точка перехода, да, которая, вы поймете, почему она могла служить и соприкосновением его души в следующем воплощении. Но это уже потом. Далее. Здесь напоследок мы можем разобрать еще пятерочки. Целестин пятый, все-таки, да, это у нас пятерка, и она отображает как раз вот этого иерофанта. То есть тенденция у него была на отшельника, а, видимо, суть его воплощения была все-таки наработать опыт иерофанта, да, переступить какую-то грань, пройти какую-то задачу и зафиксироваться как раз именно в этой позиции. И опять пятерку мы видим в каком плане? Когда он через 5 месяцев отказывается от своего престола. И если мы сложим пятерку его идентификации, скажем так, пятерку, да, по которой он все-таки бросил этот пост, а это десятка, это у нас с вами колесо. И колесо фортуны, которое классически интерпретируется в старших арканах Таро, еще также интерпретируется как судьбоносное число. Это какая-то цикличность, это решение задач, это важные события в жизни, ну, собственно, которые у нас происходят как раз при записях Акаши, о которых я говорила и рассказывала, и расшифровывала, распаковывала, можно сказать, вот эту десяточку. Поэтому смотрите, да, вот эти все цифры, они реально говорят и распаковывают вот эту значимость как самого Целестина, да, как и закодированного энергетически имени, которое он носил. И последний здесь момент, да, у нас с вами присутствуют две девятки, то есть девятка у нас его путь отшельника, который он все-таки, да, выбрал для себя. Девятка в сумме – это год, когда он умер. И если мы вот эти две девятки с вами нарисуем, они нам, кстати, символично будут показывать, да, когда закрываются скобки. То есть, по сути,
он закрыл какой-то свой опыт, с одной стороны, как мне кажется, и учитывая информацию, не перейдя на ту ступеньку, на которую ему нужно было перейти. В общем, вам может это все показаться сумбурным и непонятным, но если вы немножечко сфокусируете ваше внимание, вы увидите, насколько прописаны некоторые коды, видимые и невидимые в судьбе человека, да, и самой души. И плюс, кстати, здесь, если вы посмотрите, 9 отшельника, который он нес на себе, 9 как его смерть, и если мы просто возьмем и суммируем, да, вот эти, скажем так, кавычки 99, в сумме все равно у нас получится 9. Да, как ни крути, отшельником был, отшельником умер и, собственно говоря, видимо, не прошел урок кармический эволюции его души на новый уровень. Если отставить на минуточку систему Таро и углубиться в нумерологию, либо хотя бы просто соприкоснуться с ней, мы с вами увидим тоже значение, в принципе, самое, но по-другому характеризовано, потому что число 9 в нумерологии символизирует завершение, некий такой духовный рост в то же самое время. Оно ассоциируется как с мудростью, так и с состраданием, служение другим, что делает людей, связанные с этим числом, эмпатичными и готовыми помогать. 9 также предоставляет собой гуманитарные качества и стремление к позитивным каким-то изменениям в обществе. Понятное дело, что мы сейчас говорим не о кодах и цифрах, например, человека, который рожден, да, определенного числа. Вы просто можете наблюдать, насколько дата может нести рождение одну информацию, но другие цифры, которые попадаются, да, нам на глаза, которые нас окружают, они тоже связаны и охарактеризовывают довольно-таки хорошо путь человека. То есть, о чем я хочу сказать, да, что вот эта сторона 9, которую он проходил по отшельнику, это когда нужно набрать отшельника, то есть мудрости, знаний, получить какой-то определенный профиль для того, чтобы отработать эту 9 и уже в 5, как иерофант, может быть, в следующем воплощении когда-нибудь он все-таки переродиться в другом Целестине, например, или семье, от влияния которой он хотел уйти. И здесь, смотрите, какой резонанс. Я вам говорила же о семье Орсини, как и Колонна, с которыми, скажем так, не очень были хорошие отношения именно у Целестина V, который, по сути-то, и отказался от престола. И, как ни странно, папа Целестин III, Джачинто Бубоне Орсини, принадлежал одной из самых влиятельных аристократических династий в Италии. Вот упомянутый, кстати, да, выше. В 1911 году он же был первым из этой семьи на папском престоле. Семья Орсини поддерживала папскую власть и имела значительное влияние в римской политике, породившись с другими знатными родами, такими как, опять-таки, Колонна и всем известные Медичи. В общей сложности из рода Орсини вышло 5 пап, опять 5, и множество кардиналов, что подчеркивает их важность в истории католической церкви. О чем, ребята, это вся история? О том, что вот путь как раз может быть Целестина V, его души, той мудрости, которую, с одной стороны, ему нужно по отшельнику было набрать, а может быть, у него было достаточно этой мудрости, которую как раз он своей душой и программой эволюции души должен был как раз и проработать, став папой, продолжив, да, определенный свой вектор эволюции и какого-то глобального влияния на людей, которые он, по сути, и доверие от людей, которые он имел. Контрастные процессы с одной из семьей, например, как Орсини, да, и там же тоже по программе, видимо, была какая-то связь. В итоге могло и получиться так, Бог только знает, да, как говорят, могла душа переродиться как раз вот в этой семье Орсини, и эта душа могла быть как раз опять-таки Целестином, только не 5, а уже 3, и продолжить свою эволюцию. Это немножко история также соотносится вот с теми программами, которые каждый из нас на бытовом уровне тоже сталкивается. Это когда
в роду рождаются люди, которые могут проходить вот как раз такие уроки, когда в прошлом воплощении, может быть, была война, кто-то кого-то убил, а потом вот просто так стали мужем и женой, либо же детьми. То есть, по сути, ты не убежишь от некоторых процессов, а с другой стороны, есть в этом тоже свой какой-то, знаете, какая-то значимость. Ну, как вам сегодняшняя распаковка? И если вы задаетесь вопросом, зачем и вообще как это все связано, особенно с Целестином, камнем, по сути мы о нем, на самом деле это все связано, и души, они перетекают из одного воплощения в другое, набирая, например, опыт отшельника, а потом воплощаются в опыте иерофанта. С другой стороны, обратите внимание, что все практически знатные люди, носящие имя Целестина, таких очень много в истории, который отображает пятую чакру, это коммуникация, ораторские способности, это по большому счету высокодуховные люди, каким-то образом связаны с продвижением какой-то информации через слово, через видение, через свои идеи. И это такие некие проводники, учителя различных систем, в данном случае касаемо Целестина, религиозных. В наше время это могут быть замечательные бизнесмены, коучи, ораторы, это преподаватели, элементарные, например, там, учителя школы, до каких-то учителей, проводящих эзотерическо-мистические знания. То есть это люди, у которых ораторские способности в активе. У них Вишудха является источником, активатором. И тут как камень Целестин связан именно с этим всем. Связан, потому что есть люди, рожденные по принципу набора профиля, да, через Вишудху, то есть коммуникацию, получить какие-то знания, ретранслировать их. Вторые – это носящие имя Целестин, у которых уже вписывается некий алгоритм активации Вишудхи через код, скажем так, вибрации самого имени. И третье – это простой камень, который называется Целестин и который может быть помощником для других, для того, чтобы наработать качественно коммуникацию, ораторские способности, поработать с Вишудхой. Все-таки, куда ни крутите, здесь фиксация одной частоты активации на Вишудхе, то есть работа с определенным диапазоном, и уже двумя верхними. Ну и в заключение, как использовать этот камень. Как вы поняли, уже Целестин у нас воздействует на горловую чакру, снимая любые блокировки, по крайней мере, работая с ними. Например, надев кулончик из Целестина, он поможет вам в стрессовых ситуациях, он может вам придать уверенности в себе, поможет стать более решительными, настойчивыми, поможет, кстати, и сознанию хорошо перерабатывать поступающую информацию извне. Ну и так же само, да, ее переваривать во внутренних каких-то своих процессах. Девочкам, женщинам, например, поможет смягчить, особенно если вот проявлены сильно мужские качества, может смягчить их, одобрить, что ли. Вот также дать эмоциональное равновесие, потому что этот камень способствует все-таки внутреннему какому-то покою и улучшает отношения, очищая, собственно говоря, разум, да, от какого-то хлама, негатива и засорений. Если же зарядить и прописать уже как бы конкретную программу на этот камень, как амулет или, например, талисман, это уже будет другого формата и более эффективный, конечно, способ. И, естественно, результат тоже другой. Все зависит от человека, который работает с данными тематиками, с какими целями. В любом случае Целестин можно использовать без всяких программ. Конечно же, сила ретрансляции вибрации самого камня будет, естественно, другая, чем поставленная на него программа, но она работает все равно каким-то образом и положительно тоже. В любом случае, также Целестин можно использовать и в медитациях, что очень многие, знаю, ребята это делают, и действительно он очень-очень эффективен. Ну и как же я вас оставлю без советов? Первым советом я бы вам все-таки дала, что если вы для хорошего настроения на рабочем месте, при переговорах нуждаетесь в правильной энергетике, в правильных вибрациях, то вот как раз можно Целестин включить в интерьер. Если же вы имеете такой камень дома, либо же опять хотите немножко сделать такую, устроить гармонию, хорошего общения, то вы можете поставить
поставите данный камень, тоже опять-таки в виде интерьера, именно в гостиной. То есть в том месте, где вы понимаете, что есть коммуникация, где нужно, может быть, каким-то образом сбалансировать энергии. И предостережение по этому поводу. Данный камень очень, конечно, гармоничен, он очень нежный, цветовая гамма просто предрасполагает, но постоянно носить все-таки этот камень не стоит. На ночь лучше его снимать, как и в принципе снимать ваши украшения. И, знаете, максимум можете какой-то оберег у себя держать, но все-таки на самом деле вот эти все вещи лучше снимать из себя, когда вы идете ложитесь спать. Будучи этот камень все-таки связанный с Вишудха, это наш ментал, мысли, психика, он, как и все в нашей жизни, имеет дуальность и может иметь также и обратный эффект. Чрезмерный, я бы просто сказала. Поэтому, ребят, все здесь нужно в меру. Если вы не понимаете каких-то вещей, то попытайтесь иногда довериться вашей интуиции, довериться вашим ощущениям. Сам камень может просигнализировать, да, когда его лучше снять, у вас может чесаться это место, где у вас кулончик, например, либо же колечко вы носите, либо там сережки. Это могут быть першения в горле, да, физические, когда сам камень говорит, что снимай, либо же есть негатив взятый, да, аккумулированный, либо наоборот, все-таки, да, предупреждение того, что, может быть, вам даже не подходит данный камушек. Как его чистить? В принципе, методы, они стандартные, с камнями, с селенитом, тоже такая же самая, точнее целеститом, та же история, поэтому максимально, да, можно его помыть в проточной воде, зарядить лунным светом, нежелательно использовать солнечный свет, потому что он может потерять свою окраску. Вот, но я думаю, что по поводу чисток вы такую информацию ее найдете везде. И то, что хотела передать здесь вам и акцентировать ваше внимание на чем-то, что поможет вам как-то, вот знаете, немножко познакомиться с разносторонним типом информации, понять и, да, может быть, кто-то действительно себя почувствовать комфортно в тех соотношениях цифровых, которые я вам пыталась каким-то образом и каждый раз пытаюсь показать, потому что не всем для восприятия это знакомо, не все обращают внимание. С другой стороны, это просто, ребят, интересно узнавать через каких-то других людей, да, знакомиться с собой, начинать работать как бы там не только со своей натальной картой, но и смотреть на другие какие-то важные элементы, пазлики, которые могут говорить и складывать тоже от вашего пути, вашего дао по жизни, ну и, собственно говоря, знакомиться с этим миром многогранным, магичным и мистическим. Я всех вас, как всегда, благодарю за внимание. Я надеюсь, что действительно и это видео вам понравилось, как я смотрю видео с аметистом и многие другие видео. Поэтому я вас прошу не забыть поставить пальчик вверх, напишите, пожалуйста, ваши комменты, интересно вам было, какое у вас отношение с целестином, есть ли у вас такой камень, используйте, может быть, у вас есть такие украшения, как вы дружите с этим камнем, потому что, знаете, даже самые приемлемые хорошие камни, они не всегда всем подходят, и духи, которые там тоже могут, не всегда, но находиться, могут взаимодействовать со своим хозяином. Поэтому пишите, оставляйте ваши фидбэки, подписывайтесь на канал и делитесь, пожалуйста, этим каналом, чтобы немножко расширять наше с вами сообщество. Я всех, как всегда, благодарю за внимание и желаю вам всех благ. Пока-пока, ребят!